Ну что, мы приехали в наш дом, где мы сегодня будем делать квартиру на продажу. Это поселение Марушкинское, совершенно новый комплекс, полностью построенный на окраине как раз этого поселения. Посмотрим, что там у нас внутри. Мне нравится, что новый подъезд. Все очень симпатичненькое, светленькое, новенькое. Даже классный лифт. Пип. Квартира супер светлая, супер солнечная. Здесь на самом деле очень хорошая атмосфера, мне нравится. Но квартира эта сдавалась, поэтому досталась нам уже после арендатора. Здесь миллион маленьких и больших проблем, которые нам как раз предстоит с вами решить. Ну, например, одна из самых простых. Вроде бы заходим, все классно, а потом наш глаз такой хоп, и ловит маленькие недочеты в виде вот отсутствия, например, уголочка здесь. А потом мы такие проходим, поворачиваемся, видим огромную дыру над нами, да, то есть здесь нет дверцы. Потом мы опускаем взгляд, видим здесь порванные обои. Потом мы смотрим в сторону шкафа, видим недоклеенные обои снова, да. То есть вот эти все моменты, они все дальше, все больше отдаляют нас от желания купить эту квартиру, потому что мы начинаем пересчитывать огромное количество проблем, которые нам предстоит решить. И наша с вами задача постараться сделать так, чтобы хозяин, будущий хозяин, перестал об этом думать. Вот и все. Пустой матрас, неправильно стоящий стол, ужасный в углу какой-то комодик, телевизор не совпадающий, да, то есть вот это все начинает нас просто, от этого всего начинает нас трясти. А это же вообще просто золото, и центр этой квартиры – дыра. То есть мы заходим и видим дыру просто. Ну, вот. Туалет. Посмотрим туалет. Вот что такое ремонт от застройщика. То есть это желтый клей везде, там внизу. Ну, сами понимаете, это все, конечно, не очень здорово. Хорошая ванная, светленькая, опять же, уже решенный уголок для душа. Но опять же, там немножко отвалилось, сям немножко отвалилось, и эти все вопросы нам нужно постараться решить. Здесь есть небольшие проблемы с водой, она желтая, и посмотрите, вся плитка у нас пожелтела. Ну, вернее, затирка на плитке. Это тоже нужно будет постараться решить. Ну, так это выглядело. Кстати, квартира уже после клининга, а до клининга это выглядело хуже. И каждый летит в разную сторону. Класс. 4. Ой, извините. Мы ведем прямой репортаж прямо из Икеи. Теплый стан. Я собрала корзину, и теперь пойдемте вместе со мной. Побегаем, повыбираем. Надо посмотреть наш списочек. Что у нас тут? Уголок, решетка, 2 табурета Икея, штора, ля-ля-ля. Всего и побольше, и можно без хлеба. Пойдем. Нам нравятся стулья, потому что их можно сложить в маленькой квартире. А табуретки друг на дружку складываются. Табуретки выглядят беднее, а раскладные стулья тоже нам говорят о каком-то легком мещанстве. Или о том, что там не хватает пространства. Наверное, все-таки табуретка, потому что она настоящая, деревянная. Все, берем табуретки. Я уже сфотографировала. Так что мы их заберем на складе. А теперь дилемма. Мы нашли раскладной деревянный стул. Что же делать? Он и деревянный, и раскладной. Я думаю, мы его тоже сфотографируем, да, а потом решим. Это будет снизу, это будет сверху. Ну или там перекомпонуем как-нибудь. Мамочки. Ну и вот, кстати, даже уже видно, насколько цвета близки. Вот она у нас уже вырисовывается, какая-то цветовая картиночка. Да. Поехали. Подушки нужны 50 на 50. Мы хотим нашу квартиру немного освежить.
Поэтому у нас сейчас такая гамма собирается, немножко с розовым, немножко с голубым, потому что, скорее всего, это девушка, ну, тот, кто будет ею интересоваться. Ой, а если мы решим брать все-таки складной стул, то нужно здесь выбрать поджопники. Мы дошли до поджопников. Можно такое использовать в записи? Ладно, пойдет. Мы дошли до вот этих мягких штук, на которые все садятся, и вспомнили, что мы не выбрали, что мы хотим, табуретку или стул. Но решили, что табуретка смотрится дешево, стул смотрится дороже, а стул с поджопником смотрится еще дороже. Поэтому, да, мы возьмем стул с поджопником. Надо узнать цену. 250. Выбор очевиден, да? Вопрос. Серый. Да, серый. Конечно, серый. Два серых поджопника, потому что стула тоже будет два. Другое дело, что на второй... Ну нет, не будут же они драться потом из-за одного поджопника. Ой, это же 50 на 70. Раз, два. Неужели 45 рублей? Ты знал, что это стоит 45 рублей? Подушка. Может, тут и одеяло есть по 100? Вот этот хочу. Не падать. Где же, где? О, мне вот этот еще нравится, конечно. А главное, что его можно и на пол поставить. Все, мы его берем. Он нам нужен очень. Без него ничего не получится. Золотой, золотой. Выбирала я между вот этим и вот этим. Но в силу района сделан был выбор от золота. А золота нам нужно больше. Выбираем. Цветок выбран. Будет веселенький. Да? Цена неизвестна. Около 800. Хорошо. Теперь нужен горшок. И все. И мы уходим отсюда. Я уже больше не могу. Еще и с пупырышками. Это точно женская квартира. Что, берем? Давай возьмем. Квартира будет просто небо и земля. Я уже ее вижу. Это будет вообще совершенно по-другому. Класс. Да, я сшила шторку по-быстрому. Сейчас будем вешать в дырку над дверью. И мы такую вот штуку купили. Вот, повесь. А главное, что она совпадает цветом с кухней. Ну что же, вот вечер, мы уже устали, мы здесь провели 6 часов безвылазно просто совершенно, но зато мы все сделали. Мы сделали все, мы сделали кухню,
Не буду рассказывать, почему, но здесь у нас теперь синие небольшие панельки. Зелененькие, желтенькие. Мы расставили яркие стаканчики. То есть кухня у нас приобрела совершенно другой уровень и стала более живой и супер уютной. Мы передвинули сюда комод и понаставили здесь всякого декора. Картина, с ней были небольшие проблемы, она у нас сломалась, развалилась, но мы ее перевесили вот сюда, переставили, я бы сказала, и теперь она будет жить тут. Хотя должна была жить на стене. Мы постелили коврик, который нам создал отдельное зонирование на тихую зону. Второй стул мы не стали ставить возле стола, он у нас будет жить здесь, возле кровати, но если вдруг к нашей, скорее всего, хозяйке, потому что квартира женственная получилась, если к нашей хозяйке вдруг придет гость, то всегда есть куда его посадить. Зона сна, зона отдыха. Здесь мы поставили, опять же, в силу зонирования, мы поставили здесь дополнительный светильник, чтобы наш будущий хозяин хотел, если вдруг захочет почитать, мог это сделать. Мы декорировали полностью, немножечко, декорировали наш подоконник, чтобы привлечь внимание к виду. Открыли жалюзи, потому что, в общем-то, окна есть, и это нельзя скрывать, это расширяет нам очень сильно пространство. Поставили рабочее место прямо напротив окна, это вообще один из моих очень излюбленных приемов, я люблю ставить как столовые зоны, так и рабочие зоны возле окна. Компьютер положили красивый, книжечки, чтобы опять же зонированием показать, что здесь у нас зона отдельная рабочая. Но мы поставили расслабляющие элементы в виде свечей, поставили зелень, да, искусственную, но она здесь есть, потому что если мы оставим на продажу живое растение, оно просто умрет. Декор в виде картинки, светильник, опять же, обратите внимание, раз, два, мы добавили два дополнительных световых прибора. Дырки, пошли смотреть на дырки. Первую дырочку мы закрыли вот таким образом. Да, не шикардос, но что поделаешь. Потому что устанавливать дополнительные двери, мне пришлось бы кого-нибудь звать, просто помогать себе, а я не располагаю сейчас, в данный момент мы не располагаем этим временем, мы должны продать квартиру быстро. Здесь мы поставили две коробки, чтобы опять же не было видно, что у нас там нет обоев сзади, и они вполне себе могут использоваться следующим хозяином. С нашей ванной мы поменяли затирку в душе. Мы поменяли штору, теперь она без вот этого противного желтого внизу. Положили коврик, обозначили зоны умывальные. И здесь была дыра, мы ее заклеили. Дыры нет. Все, наш взгляд ни на что не отвлекается. Расставили туалетную бумагу, положили полотенце, все вытерли, помыли. В общем-то, ничего великого мы не добавили, но совершенно стало понятно, что здесь теперь стало уютнее. И... коврик. Очень классный коврик, кстати говоря. 170 рублей всего за счастье. Вот, наша квартира, в общем-то, стала поприятнее. Коврик положили при входе, чтобы человек мог спокойно зайти и уже почувствовать себя в уютной квартире сразу. Вот.